Всем привет! Я приехал на край света, на Колыму. За моей спиной, как на ладони, город Магадан. Мы подготовим вкусное блюдо, накормим жителей и устроим для них праздник. Магадан – город на краю России, у берегов холодного Охотского моря. Место, где суровая природа и непростая история сплелись воедино. Он появился в 1930-е годы как центр освоения Колымы, региона, богатого золотом. Но вместе с этим Магадан хранит память о тяжелых страницах прошлого, связанных с лагерями и судьбами тысяч людей. Сегодня это спокойный северный город с особой атмосферой. Здесь широкие улицы, открытое небо и ощущение пространства, которого не встретишь в больших мегаполисах. Магадан живет морем. Рыбалка, крабы, свежая рыба – все это часть повседневной жизни. А вокруг настоящая дикая природа. Сопки, тундра, бескрайние горизонты и дороги, ведущие в неизвестность. Сюда не приезжают случайно. Магадан – это место для тех, кто ищет настоящую тишину, силу севера и возможность почувствовать край, где заканчивается привычный мир. А кормить жителей этого сурового города мне будет помогать шеф-повар Виталий Волков. Знакомьтесь. Всем привет. Виталий Волков – шеф-повар, который много повидал. Европа научила его технике, разные кухни гибкости, а Магадан открыл свою щедрую северную душу. Рыбу, ягоды, простор. Он легко находит общий язык и с продуктом, и с людьми. На кухне надежный профессионал. Доброе утро, коллеги! У нас предстоит с вами большая работа, потому что накормить 1000 человек – это не так просто. Сегодня первый день заготовок, мы должны обработать все овощи, полностью их зачистить. Самое сложное – зачистить 200 килограмм креветок. Мы их почистим и из панцирь сварим соус. Давайте начинать. Да, шеф! Чем будем кормить жителей Магадана? Сейчас расскажу. Во-первых, это магаданская креветка. Очищенная креветка маринуется с помощью горячего масла с добавлением чеснока, имбиря, соевого соуса с легким азиатским акцентиком. Немного добавим чили. Будет очень вкусно, сочно. Перловая крупа – это не просто перловка. Мы добавим туда морковь, лук, немножко биска. В общем, сделаем ее максимально вкусной, со сливочным маслом. Немного устричного соуса, рыбного соуса капнем, чтобы гамма была максимально интенсивная. Обязательно биск, он как соус. Доведем его до нужной консистенции и будем добавлять, помимо всего прочего, еще будет несколько кусочков цветной капусты. Просто запеченная цветная капуста для овощной, так сказать, палитры. И все вместе это будет лежать в тарелочке. Мы будем отдавать нашим гостям вместе со стаканом ароматного душистого чая. Рассказываю, как чистить креветки. В данном случае у нас магаданская креветка. Удаляем голову. Вращательным движением удаляем панцирь, который мы будем использовать для соуса биск. Креветка чистится легко. Проблема в том, что их 200 килограмм. После того, как свеклу помыли и очистили, прогоняем ее через соковыжималку. Зачем нужен сок? Для того, чтобы в конце, перед отдачей, покрасить перловку. Можно было бы красить ее морковным соком или еще каким-либо, но было принято решение соком свеклы, потому что она тогда красивая будет в тарелке, симпатичная, и по вкусу она хорошо будет дополнять перловку. Для приготовления соуса биска мы
используем морковь, сельдерей и лук. Главный ингредиент панциря креветки, в данном случае магаданской. Что такое соус биск? Соус биск – это концентрат всех этих продуктов. На выходе у нас получится сильно концентрированный сначала бульон, потом сироп, а после этого биск, соус. Сейчас я быстро это все нарезаю и приступаю к обжарке овощей. Мы обжарили овощи, добавили панцири, обжарили вместе с томатной пастой, добавили воды и теперь варим это 20 минут. Вакуумируем очищенные креветки. Честно признаться, мы их сегодня не победили. Почистили чуть больше половины, то есть чуть больше 100 килограммов. Это такое муторное дело, у ребята убили руки все. Их так чистить тяжело. Когда мы дома это делаем, это, конечно, ерунда. А тут накормить такое количество, большим количеством креветок, это смерть. Я не знаю. Тут еще столько осталось их. Но ничего, завтра мы их добьем. Друзья, я много путешествую. В каждом городе стараюсь попасть в какой-то местный музей. В Магадане музей естественной истории. Кстати, если будете, забегайте. Очень много всего интересного. Вы узнаете не только об области, но и о городе. Доброе утро, друзья! Я смотрю, у нас часть людей сегодня по каким-то причинам не приехали. Вчера испугались этого объема и сказали, да ну вас. Поэтому сегодня у нас предстоит много работы. Мы, безусловно, успеем все сделать вовремя. Значит, что мы сегодня делаем? Морковку и лук нужно будет порезать и обжарить обязательно. С соусом мы что делаем? Соус биск мы сегодня доготавливаем, добавляем туда стружку тунца. Также мы готовим сегодня перловку, подготавливаем ее к завтрашнему приготовлению. Ну и, конечно же, у нас бескрайнее море креветок, которые надо дочистить. Я не ожидал, что 200 килограммов креветок – это так много. Ну и, конечно же, сделать чайные пакетики. Давайте приступать. Дальше! Блюд у нас многосоставное. Основной частью у нас будет являться перловка. Вкусная крупа. Варится она долго. Поэтому мы упрощаем процесс. Сейчас перловка, залитая водой. К утру она впитает практически всю воду в себя, увеличится в объеме. И когда мы ее будем варить, у нас уже там останется небольшое количество времени. Воды добавил, бульона добавил, раз, и все, и перловка готова. С этими долбанными креветками все идет не так, как планировалось. Планировалось нарезанный лук сегодня обжарить, а завтра варить перловку с добавлением лука. Но у нас нет сегодня ресурса для того, чтобы его жарить. А если мы его оставим нарезанный в плюсовой камере, он скиснет, и это будет непригодный лук. Значит, что делаем? Небольшими порциями насыпаем в гастроемкость и отправляем в шкаф шоковой заморозки. Шокер по-русски. Для того, чтобы партиями сейчас быстро все заморозить, сыпать в ведра замороженный лук и отправить в минусовую камеру для хранения до завтра. А завтра уже будем делать обжарку лука в казане, на костре прям. Потом добавлять перловку и варить уже вместе с луком. Хотя я планировал все это делать по-другому. Но в сложных условиях мы всегда меняем технологию, адаптируем для того, чтобы еда была вкусная. И самое главное, никто никогда не догадается.
был ли лук замороженный перед обжаркой, потому что после обжарки мы получим все равно вкусный лук. Главное, не дать ему скиснуть. Так, ну что, много еще осталось? Шеф, мы закончили. Закончили, мы закончили. Ура! Ну как закончили? Вот еще. Чтобы блюдо стало интереснее и по текстуре, и по вкусу, мы решили использовать дополнение. Или можно назвать его даже украшением. Цветная капуста. Свежемороженая цветная капуста выкладываем в гастроемкость, запекаем на высокой температуре и потом применяем наш любимый элемент гастрономии – горелкой. Обжигаем горелкой, тогда капуста становится такая интересная очень. А дальше уже на площадке попросим ребят-студентов, чтобы они разобрали все это на мелкие части и будем добавлять понемногу в само блюдо. Будет вот так. Мы выпарили биск до половины кастрюли. После этого добавили туда вино. Как только ушел весь алкоголь, мы добавили туда сливки. Сливки чуть-чуть покипели. Добавляем туда стружку тунца бонита, которая придаст незабываемый вкус этому соусу. Сейчас мы готовим креветочный бульон без добавления томатной пасты, специй и чего-либо еще. Это просто бульон, который свяжет два вкуса – перловку и креветки. Чай у нас будет самый, на мой взгляд, вообще вкусный из всех серий. Потому что, во-первых, мы не использовали ни разу черноплодку и жимолость. Жимолость – местная ягода, которую я, например, как красноярец, знаю с детства. Но в западной части России она в садах вроде бы у всех растет, но в магазинах нигде не найти. Здесь она, конечно, в замороженном виде, нам это вообще совершенно не мешает. Это свежайшая ягода, которая сделает основу нашего напитка. Плюс черноплодка будет вообще огонь. Что делаем? Вот такой вот мешочек. Здесь черный чай обязательно. Без черного чая напиток будет недостаточно терпкий. Остальное уже вкусовые добавки. Боярышник сушеный. Это польза. Черноплодная рябина, арония, дает невероятный вяжущий вкус. Но он не такой вяжущий, как вот мы себе представляем, типа, о, аж лицо кривится. Не-не-не, она дает такую вязкость, очень нежную и характерный какой-то особенный вкус, несравнимый ни с чем. Душица, чебрец, тоже магаданский. Чебрец растет везде, поэтому мы его везде добавляем. И теперь жимолость. Она оттает, чай впитает сок, который она будет выделять. Нам это не помешает, это все равно попадет в тот чан с кипятком, закрасит наш напиток и даст ему мощный настой. Все, подготовленный мешочек аккуратно вот так вот поднимаем и хорошенечко завязать. Вот такой у нас пакетик получается. Мы его в чан с кипятком отправим, несколько штук, да, и будем контролировать. Сначала отправим 2, потом 3, а потом 4, чтобы прям напиток был настоящий. Очень-очень вкусный. Финал второго дня. У нас почти все готово. Осталось по мелочи нарезать зелень и нарезать ингредиенты для маринада, которым мы будем мариновать креветки. Ну а завтра все соберем и превратим это во вкусное блюдо. Друзья, если вам нравится мой канал и то, что я делаю, прошу с удовольствием поддержать меня донатом. Внизу под роликом в описании есть ссылочка, ну и на экране QR-код. Команда и я будем вам благодарны. Ну что, мы здесь с 9 утра. Процесс идет, казаны уже на месте стоят, столы складываются. Погода сегодня прекрасная. Я думаю, к обеду вообще распогодится. Снег и так уже тает. В целом тепло, хорошо.
накормим Магадан вкусно. Я в этом полностью уверен. Котел нагревается, масло сливочное начинаем топить для обжарки овощей. Это у нас все к перловке пойдет. Масло уже кипит, значит, казан разогрелся. Добавляем еще дров и высыпаем лук. Лук у нас был замороженный, сейчас он нагреется и будет жариться. И здесь вкус весь каши перловой будет состоять из лука. Без лука перловая каша невкусная. Поэтому чем больше лука, тем у нас вкуснее каша. Доготавливаем соус биск. Нам надо сделать соус густым. Для этого мы добавляем крахмал в воду, перемешиваем, добавляем эту смесь в кипящий биск и получаем классный соус. Лук уже прекрасной консистенции. Аромат прекрасный, луковой кислоты нету. Пора отправлять сюда морковку. О! И, соответственно, обжариваем вместе с луком. У нас в финале лук как бы должен вообще раствориться. Маринуем креветки. Вообще сакральный процесс. В серединку вначале наливаем, устричный соус. У нас 2 бутылочки, нам нужно так, чтобы на все хватило. А то в Магадане едят просто креветки. Надо, чтобы они были не просто, а вкусные. Зеленый лук. Кориандр. Посмотрим, если что добавим. Значит, теперь имбирь и чили-перец. Мы их не солим. У нас устричный соус соленый. Его хоть и немного, но соль он нам чуточку даст. И самый важный ингредиент – это чеснок. Вот это будет вкус и аромат. И вот теперь самое важное. Масло, которое у нас доведено до кипения. Ну, не до кипения, а тут градусов 180. И мы начинаем все это пришпаривать. Зеленый лук, чеснок, имбирь. В масло будет передаваться вот этот самый аромат и вкус. Чтобы креветки у нас не были без термообработки. Ну, какие-то там прихватятся, но это уже такая деталь. Мы гасим температуру масла за счет вот этих вот как раз зеленого лука, чеснока. Аромат тут такой уже распространяется, что прям вау. Все, как только обожгли лук со всеми ингредиентами, теперь нужно всего лишь перемешать и добавить чуть-чуть уксуса. И креветки будут готовы. Наша площадка выглядит таким образом. Значит, здесь у нас дрова для печей, вспомогательный казан, в котором мы нагревали масло для креветок, столы подстановочные, тут у нас стоят креветки. Здесь главный казан, в котором будет вариться перловка. Сейчас там овощной гарнир, основа для перловки пока подготавливается. Конечно же, с этой стороны чайная станция, военно-полевая кухня с 2 котлами, вода греется. Через полчаса будем закидывать пакеты, чтобы был вкусно насыщенный чай. За моей спиной зона отдачи, у нас столы уже готовые стоят. Дальше фан-барьер и змейка, чтобы люди не толпились, а аккуратно проходили, брали и выходили, чтобы всем было комфортно и красиво. Конечно, великолепный вид, солнце. Магадан принимает нас вообще с распростертыми объятиями. Морковка с луком у нас готова. Сыпем перловку. Перловка у нас вымокла. Ничего страшного, что она с жидкостью. Но перловка такая штука, она в 3 раза увеличивается. Подождите. Заливаем креветочным бульоном. Все, нам нужно, чтобы бульон покрыл перловку. Дальше уже будем ориентироваться по ситуации. Добавлять понемногу, если вдруг будем понимать, что нам недостаточно. О, какая красота получилась. Ждем закипания. В целом температура уже есть, но соус унаги нужно уже добавлять сразу. Он даст и соленость, и сладость. Поэтому мы литрушечку сейчас сюда зальем. Это у нас вкусовая такая составляющая, вкусовой
усилитель самой перловки. Перловку хочется, короче, сделать максимально вкусной. Потому что многие не доверяют перловке, просто они не умеют ее готовить. Все, сейчас перемешиваем, на соль пробуем, и остальной соус добавляем. Уже пора доводить все по вкусу. Во время варки перловки. Закидываем в горячую воду сбор трав, которые приготовили вчера. Так, у нас, короче, свит чили сюда идет, сам соус. Соус у нас будет как дополнение. Поэтому не нужно бояться, что он имеет концентрированный вкус. Вместе со всеми остальными ингредиентами он как раз нам даст нужную вкусовую и ароматическую гамму. Теперь добавляем крахмал для того, чтобы затянуть соус. Ну, сделать его нужной консистенции, плотный. Процесс весь идет. Добавляем чеснок, вернее, чесночную пасту, которую мы приготовили из масла сливочного и чеснока. И все. О, какая красивая. Все, сейчас чеснок замешиваем, довариваем и перед отдачей будем вливать сок свеклы. Добавляем сок свеклы для цвета. И будем сейчас ловить момент, чтобы у нас сок не перегрелся. Но в целом большая часть цвета удержится, и перловка будет вот такой розовой, красивой. Значит, смотрите, тарелка у нас небольшая. В принципе, мы планировали, что будет больше 1000 порций. Соответственно, мы кладем соусную полную. Потом мы добавляем креветки. Около 10 штук должно быть. Капусты чуть-чуть. Она у нас для текстуры. И все, соуса у нас где-то примерно столовая ложка, где-то 20 граммов. Вот в таком виде мы отдаем порцию. Магадан, привет! Вас сегодня так много. И я очень рад, что вы все сегодня пришли, потому что у нас много еды подготовлено, ее кто-то должен съесть. Команда мне помогает вот какая. Во-первых, Виталия Волкова, вот он. Это шеф-повар ресторана «Дикий Север». Мы, так сказать, на этой кухне прекрасной под руководством шефа смогли все это подготовить. У нас была команда, состоящая из студентов Магаданского колледжа сервиса и технологий. Поднимите руки, ребят, студенты, да. Вот они 2 дня резали 20 килограмм лука, 20 килограмм морковки, 4 килограмма чеснока, всего прочего. Вязали пакеты чайные для чая. Главная у нас история – это перловка, которую мы приготовили вообще самым сложнейшим образом, потому что повара все сумасшедшие люди, вы это знаете. Если не знаете, я вам об этом говорю. Мы обжарили лук, потом морковь, потом добавили туда перловку, потом креветок у нас было 200 килограммов. Мы их почистили. В общем, головы, панцири, мы выварили из них бульон. Часть бульона мы превратили в соус биск. Это мощный, насыщенный такой креветочный соус. А просто бульон, который не насыщенный, а вываренный из креветок, мы на нем варили перловку. Мы добавили туда сок свеклы, большое количество сливочного масла, ибо без сливочного масла, ну какая каша. И небольшое количество цветной капусты, мы ее просто обожгли в пароконвектомате. И, конечно же, все это сопровождается магаданскими креветками. Я понимаю, что каждый из вас наверняка ест магаданские креветки дома каждый день. Мы их не варили, ибо они уже сварены заранее. Мы их замариновали. Чеснок, имбирь, чили-перец, кинза, зеленый лук. Мы это все пришпарили кипящим маслом. Потом все перемешали, и эти креветки у нас будут частью. Что касательно чая. Черный чай – это основа. Плюс душица, небольшое количество местного тимьяна нам ребят привезли, ну или чебрец, давайте правильно будем его называть по-русски. Там у нас есть ягоды боярышника сухие, ягоды арония, кто не знает, это черноплодная рябина сушеная. Также у нас там в пакетиках, в чайных есть жимолость, немножко добавляем сахара всегда. Сахар выравнивает вот этот вот баланс, потому что у одного человека такие рецепторы, у другого другие. Все, будьте уважительны друг к другу, приятного аппетита, давайте начинать.
Мероприятие очень красивое, все организовано очень хорошо. Перловка просто прелестная. Запомнил рецепт. Креветка очень вкусная. Соус тоже бомбический. Ставим лайки. Очень все вкусно. Впервые ем такую перловку, так приготовленную. Очень неожиданный вкус, но очень здорово. На самом деле мероприятие очень крутое, побольше бы таких людей интересных, которые приезжают к нам в Магадан, делают такие интересные шоу, как вот эта вот прекраснейшая еда с перловкой. Перловка, надеемся, будет просто бомбическая. Мы еще пока не пробовали, но обязательно отстоим эту чудесную очередь. Большое спасибо Василию, что посетил Магадан и в такую классную погоду еще подарил столько классных эмоций жителям города, которые в том числе являются его и фанатами, как я и мои подружки. Вообще мероприятие очень классное, все такие позитивные, красивые, еда очень вкусная, чай бомба, вообще все просто супер. Вообще большие молодцы, что организовали такое классное мероприятие у нас в Магадане. Шеф Виталий, спасибо тебе огромное. Спасибо вам. Получилось все великолепно. Погода не подкачала. Люди благодарят за перловку, говорят, перловки ельник, такой как будто с голодного Да, края. подходит Да? каждый, говорит. Все ели перловку, но такую не ел вот никто никогда, потому что мы постарались. Вот люди многие смотрят и пишут какие-то комментарии, не понимая о том, какой труд заложен во всем этом процессе. 2 дня шеф, я, студенты, мы фигачим, 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 и потом получаем вот это отношение, когда люди пробуют и говорят, вау, какая классная еда, потому что мы всегда стараемся. Да, и это добавляет силы, уверенности продолжать это и делать людям праздник, как был здесь. Этот праздник сегодня до сих пор продолжается. Классный эксперимент. Да-да-да. Ты понял, да, непростая задача Да, для непростая задача, 200 килограмм креветок. Это совсем непросто. обработать и угостить людей. Все, ждите нас в следующем городе. До новых встреч. Я с вами прощаюсь. Пока. Пока.